Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю один из самых вкусных бисквитных тортов, торт лакомка, с очень нежным кремом, который очень напоминает всеми любимое мороженое лакомка. Бисквитные коржи, шоколадные и ванильные будем сочетать в этом торте. Торт готовится ручным миксером, очень просто, без разрыхлителя и без желатина. Итак, 8 яиц я разделила на желтки и белки. Желтки пока отставлю в сторону. В белки я добавляю 16 грамм ванильного сахара, и от общего количества сахара 280 грамм я добавляю примерно 1/4 в белки. И взбиваю сейчас все это где-то 1 минуту, не дольше. Вот такая пышная пена должна получиться. Я добавляю сейчас туда 20 грамм кукурузного крахмала. Сразу говорю, что картофельный крахмал для этого не подходит. И взбиваю сейчас далее белковую массу примерно еще 4 минуты, чтобы получилась очень пышная, красивая глянцевая меренга. Пики здесь слегка подрагивающие, белки не нужно взбивать в состоянии губки. 8 желтков я взбиваю сейчас с оставшимся сахаром. Сахар я ввожу постепенно, порциями, примерно около 5 минут я взбиваю желтки. Яйца здесь комнатной температуры, вес каждого яйца без скорлупы примерно по 50 грамм. Добавляю весь сахар, и вот такая пышная, красивая масса должна в итоге получиться. Сейчас аккуратно вмешиваю порциями всю белковую массу в желтки. Вот такими круговыми движениями, очень бережно, очень аккуратно, чтобы не осадить белковую массу. Сейчас я делю яичную смесь на 2 примерно равные части. И в одну из мисок я просеиваю 120 грамм муки, где у меня будет ванильная часть бисквита. Все это аккуратно вмешала тоже лопаткой и отставляю пока в сторону. В шоколадную часть я просеиваю 95 грамм муки и 25 грамм какао-порошка неалкализованного. Все это также очень бережно перемешиваю лопаткой. Перемешала я обе массы. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. 2 формы по 20 сантиметров в диаметре. Формы я ничем не смазываю. Если форма с дном, обычная разъемная форма, то это примерно 21 сантиметр в диаметре, потому что вот эти формы без дна, они всегда идеально ровное количество сантиметров в себе содержат в диаметре. Это всегда идет на сантиметр больше в обычной форме с дном. Стенки формы я также ничем не смазываю. Итак, выпекать я буду примерно полчаса. Режим вверх-вниз без конвекции на среднем уровне. Духовку я не открываю в течение выпечки. Прошли полчаса, бисквиты испеклись. Проверяем их деревянной шпажкой. Она должна выходить из бисквита сухая и чистая. Как только я могу дотрагиваться до формы, я вырезаю бисквиты из форм и уберу сейчас их в холодильник в пищевой пленке на ночь. Бисквиты без разрыхлителя, они обязательно требуют отдыха. Минимум на 8 часов их нужно убрать. Убираю в пищевой пленке, обязательно в пищевой пленке в холодильник. Итак, прошла ночь. Я достала бисквиты из холодильника, и теперь я их уже могу нарезать. Нарезаю по 3 коржа каждый. Взбивание ручным миксером всегда дает пузырьки в бисквите. И поэтому я, как правило, взбиваю такие бисквиты в планетарном миксере. Видео по взбиванию в планетарном миксере есть у меня таких бисквитов на канале. Ссылку оставлю в описании. Для крема 200 грамм шоколада я растопила в микроволновке, остудила его примерно до 28 градусов Цельсия. Сливки 500 грамм для взбивания, жирностью не менее 30%. 16 грамм ванильного сахара, 100 грамм сахарной пудры и 300 грамм творожно-сливочного сыра. Сливки и творожный сыр должны быть очень холодными.
Взбиваю сейчас до устойчивых пиков. Смесь взбилась. Теперь я добавляю туда 250 грамм очень холодного творога, пастообразного творога, 9% жирности. Творог должен быть не кислым. Если у вас нет такого пастообразного некислого творога, добавьте 250 грамм жирной отвешенной сметаны. Можно добавить сыр маскарпоне, но с творогом очень вкусно. И взбиваю теперь все это просто до однородности. И добавляю сейчас тонкой струйкой весь уже достаточно остывший шоколад. Шоколад здесь у меня 40% какао. Все точные пропорции я вам напишу в описании к данному видео. Это количество крема как раз хватает на начинку вот такого торта. 20 сантиметров в диаметре и 12 сантиметров в высоту. Сейчас я все это взбиваю просто до однородности, и шоколад здесь не пойдет крупинками, потому что если вы остудите шоколад до нормальной температуры, как вот нужно его вводить 26-30 градусов, крупинками крем у вас не пойдет. И сейчас перемешиваю все с дна. И еще раз прорабатываю все это миксером. Крем готов. Он получается очень вкусным, очень легким на вкус и напоминает всеми любимое мороженое лакомка. Итак, я начинаю сейчас сборку торта. Для пропитки я здесь беру обычную кипяченую воду. Я ее остудила, примерно 300 грамм пропитки нам потребуется. Можно пропитывать чем угодно здесь по вашему желанию, но торт достаточно сладкий, я пропитываю здесь просто водой. Наношу вот из кондитерского мешка вот такое количество крема и чередую сейчас сначала светлый корж и потом шоколадный. Пропитываю каждый корж. Крем здесь для начинки достаточно стабильный, никаких загустителей дополнительных я здесь не использую. Верхний слой также пропитываю и убираю сейчас минимум на 4 часа в холодильник. У меня прошло примерно 4 часа, я достала торт из холодильника, лучше на ночь убрать, конечно. Я оставляла немного крема, также в холодильник его убирала просто, чтобы покрыть тортик сверху. Сразу говорю, этот крем не для выравнивания, им можно покрыть просто домашний тортик. И этим же кремом из кондитерской насадки 1Е я отсаживаю вот такие розеточки. Сейчас покажу разрез этого торта. Торт получается очень нежным, очень вкусным и очень легким. На вкус он буквально тает во рту. Очень красивый разрез у него получается. Нравится как взрослым, так и детям. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.